Вот так вот выглядит фрактальность в природе, а фракталом называется объект, часть которого похожа на него в целом. Фракталы бывают в математике, фракталы встречаются в геометрии, очень любят фракталы разработчики компьютерных игр, а я в этом видео расскажу о том, как фракталы и фрактальность можно использовать в торговле. Это вводная лекция, которая описывает только базовые моменты нового торгового подхода. И для того, чтобы дальнейший материал был понятен, я напомню некоторые базовые моменты. Если открыта одна сделка, то с ней все достаточно просто. У нее есть цена открытия, есть какая-то лотность и понятно, какую прибыль или какие убытки эта сделка нам может принести. Если сделок несколько, то для них тоже можно рассчитать единую цену открытия. По-другому такую цену называют ценой без убытка или средневзвешенной ценой или нулевой ценой. Например, средняя цена у сделок, открытых по цене 90 и 110, будет 100. Сделки можно открывать частями. Например, сделка первым лотом может быть открыта двумя позициями по 0,5 лота или 10 ордерами по 0,1 лоту. Потенциал прибыли и риски в каждой из этих ситуаций будут одинаковыми. Рассмотрим другую ситуацию. Сделка 10 лотом открыта по цене 100, а сделки 5 лотом открыты по цене 90 и 110. Опять же, в обоих случаях у нас цена и лотность суммарные одинаковые. Соответственно, результат в обоих случаях тоже будет одинаковый, независимо от того, пойдет цена наверх или пойдет вниз. Мы можем еще усложнить эту ситуацию и открыть не 2 сделки, а 3 сделки. Например, крайние ордера у нас будут открыты 3-м лотом, сделка посередине будет 4-м лотом. Получаем опять все то же самое. Каждую сделку мы также можем дробить на более маленькие и посмотреть, что из этого будет получаться. Вот это и есть та самая фрактальность, которой будет посвящено данное видео. Я при дроблении сделок сохраняю ту же лотность и ту же цену. Это один из способов деления сделки. Есть другие. И для простоты я сейчас расставляю сделки симметрично относительно первой цены. Но можно это делать по-другому, можно делать это сложнее. Построю сетку ордеров с учетом риска в долларах. В первом случае, пускай это будет сделка на бай первым лотом, открытая по цене 1000 со стопом 100 пунктов. Соответственно, если цена до стоп-лосса дойдет, мы получим убыток в $100. А во втором случае первоначальную сделку откроем 0,3 лотом. И по мере снижения цены будем дооткрывать новые позиции. Есть определенные правила. Сейчас будут открыты сделки случайным образом. Допустим, это 0,4, 0,6, 0,7 и первый лот. Если мы все это сложим, то получится, что лотность-то мы набрали больше, и средневзвешенная цена по этим позициям у нас лучше. Соответственно, при движении цены наверх заработать мы тоже можем больше. А что с риском, то абсолютно точно он будет либо $100, либо даже меньше. Посчитайте, пожалуйста, напишите в комментариях, какой риск будет по этим сделкам. Есть другие подходы дробления сделок. И кроме того, они также хорошо работают не только при просадках, но и в ситуациях, когда есть хорошая прибыль. Самое важное и самое интересное то, что эти подходы можно комбинировать друг с другом, получая интересные результаты. Далее, любую серию ордеров, которые логически связаны друг с другом, я буду называть сетом. И у каждого сета появляются свои характеристики. Например, сколько сделок в нем открыто, какой у них суммарный объем, где мы начинаем открывать сделки в сете, где мы их обязательно закончим открывать, по каким правилам открываем, что делаем со стоп-лоссом, что делаем с тейк-профитом, какую прибыль накопили. Всего сетов, конечно, можно придумать бесконечное множество, но по ключевым характеристикам у них получается только 8. И каждый из них имеет свои преимущества для разных рыночных ситуаций. Дальше задача трейдера состоит в том, чтобы выбрать определенный сет под текущую рыночную ситуацию и использовать его в торговле. Анализировать рынок не нужно, предсказывать движение цены и смотреть на индикаторы тоже не нужно. Нужно уметь считать в рамках программы 5 класса и не отклоняться от базовых принципов управления капиталом. Можно привести такой пример, что торговля сетами чем-то напоминает шахматный дебют, в котором трейдеру предстоит открывать сеты по схеме, которая переиграет случайные движения на рынке.
Приведу другое сравнение про школьную математику. Она у всех начиналась с операций сложения и вычитания, а потом добавлялись умножение, деление, дробные числа, степени, корни. В старших классах появляются всякие матрицы, производные, интегралы. И вот каждый раздел математики является логическим продолжением предыдущего. Точно так же и в случае с фрактальными сетками. У нас изначально есть две простых позиции на buy или на sell, которые открыты определенным объемом. Из этих двух сделок мы можем создавать всевозможные комбинации, усложняя их до бесконечности. В математике есть различные парадоксы, которые также работают в случае с управлением капиталом. И я бы не записывал данное видео, если бы кто-то об этом до меня рассказал раньше. Приведу несколько простых примеров о том, как можно использовать фрактальные сетки и сеты уже в текущих торговых системах. Например, у нас есть какой-то сигнальный индикатор, который дает нам сигнал на вход в рынок. Раньше этот сигнал говорил об открытии сделки с заданным стоп-лоссом и тейк-профитом, а сейчас появление такого сигнала говорит о том, что нужно нам запустить определенный сет, который вокруг этой цены в ближайшие 6-12 часов будет выстраивать определенный сет. Вот пример. Что мы получили в данном случае? Лучшую цену входа, больший лотаж, но при этом риски у нас остались неизменными. Рассмотрим пример, как это может работать с трейлингом стоп-лосса. Если у нас есть какая-то одна позиция, цена по ней вышла в плюс, мы ставим стоп-лосс в безубыток и на каком-то расстоянии его тралим вслед за текущей ценой. Выбило стоп-лосс, все, нет сделок. Точно такой же вариант рассмотрим с сетом. Толстая красная линия показывает зону безубытка. Цена вышла в плюс, мы начинаем тралить стоп-лосс. Дальше возможны варианты. Если ставить одинаковый стоп-лосс по всем сделкам, тогда мы получим то же самое, что в первом случае. Но мы можем ставить стоп-лосс индивидуально для каждой сделки и двигать его по отдельности. Тогда, если стоп-лосс выбьет, то его выбьет по тем сделкам, которые ближе всего к текущей цене. Но часть позиций у нас обязательно останется в рынке. Допустим, если цена провалится вниз, упадет и выбьет все сделки, которые у нас открыты в сете, мы сет можем переоткрыть, потому что в любом случае у нас сейчас цена входа выгоднее, чем в первом случае. Можно сделать еще хитрее, можно по верхним ордерам стоп-лосс ставить чуть-чуть ниже, например, с риском в $10, а по нижним ордерам стоп-лосс можно ставить чуть-чуть выше, с прибылью в $10. Тогда перекрыть тогда прибыль от нижних сделок перекроет убыток по верхним позициям. И это далеко не все варианты использования трейлинг-стопа. Теперь про самое интересное. Сеты, открытые на buy, можно накладывать на сеты, открытые на sell. И мне удалось найти 4 комбинации сетов, наложение которых с большой долей вероятности приводит к профиту при любом движении цены. Абсолютно неважно, будет расти цена или будет она падать, будет на рынке тренд или боковик, все эти ситуации одинаково удачно подходят для такой торговой системы. Собственно, ровно этому и будет посвящено полноценное обучение, которое я планирую проводить в следующем году. Программа, количество часов, даты и любые другие подробности будут размещены на моем сайте и в моем телеграм-канале. Ссылку я оставлю под этим видео. Обучение я планирую делать только очным и, скорее всего, оно будет только индивидуальным. Данный торговый подход я разработал не в этом году. Еще 2 года назад на вебинарах я рассказывал о том, что такое фрактальные сетки, а какой потенциал для прибыли они дают, можно узнать, посмотрев мое видео про коллективную торговлю, про первую коллективную торговлю. Ссылка тоже будет под этим видео. Большое спасибо за внимание. В заключение я покажу небольшой фрагмент работы торгового эксперта. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, какую задачу он выполняет. Спасибо.